Дорогие мои, сегодня я исполняю ваши желания. Но для начала напоминаю вам о том, что я веду телеграм-канал, куда старательно выкладываю все новости. Мои подписчики телеграм-канала смогли посмотреть видео, которое вы сейчас смотрите, на несколько дней раньше, так как для них прошел эксклюзивный предпоказ. Переходите по ссылке в телеграм и подписывайтесь, узнавайте все сразу и смотрите новые видео первыми. Помните, мы недавно голосовали в сообществе. Спасибо всем, кто, несмотря на то, что сериальные страсти закончились, продолжает интересоваться историей. Поговорим о тайне захоронения Шахзаде Баязида, который был казнен по приказу отца султана Сулеймана вместе с сыновьями. Кто не уследил за ходом наших предыдущих догадок и многочисленных разговоров на эту тему, напоминаю, что в тот момент, когда был казнен старший сын Сулеймана Мустафа, Баязид находился в Эдирне. По решению отца он представлял на этой земле власть султана. Казнь Мустафы привела к смуте в государстве среди народа и янычар. До Сулеймана дошли слухи, что к волне восстаний в отношении убийства Мустафы причастен Баязид, а потому доверие султана к Шахзаде было серьезно подорвано. Но Сулейман, как отец, любил своих сыновей, простил Баязида и назначил его управлять Кютахией. Именно это назначение и стало причиной того, что Баязид стал считать себя наследником престола. Так уверяют историки. Но на власть в империи претендовал не только он, но и Шахзаде Селим, а потому между братьями развернулась борьба за трон. Как пишет один из известных турецких историков, Баязид считал себя более достойным наследником, так как был сильным, храбрым и ответственным Шахзаде, в то время как, по его мнению, Селим был разгильдяем и пьяницей. Но вскоре после смерти Хюррем-Султан Сулейман перераспределил сыновей. Он отправил в Кютахию Селима, а Баязида в Амасию. Баязид к такому повороту был не готов и сопротивлялся. Он назвал это решение отца путешествием из рая в ад. Сулейман уверял своего сына, что его решение является верным и пойдет на пользу как Шахзаде, так и государству. Вскоре Баязид подчинился и прибыл в Амасию. Прибыв в Амасию, Баязид и не думал заниматься государственными делами. Он начал готовить военный поход против Селима, однако как-то так случилось, что его военные силы были значительно слабы. После двухдневной борьбы на поле боя он проиграл своему брату. Попав в такую ситуацию, Баязид понял, что его ждет гнев отца и поспешил направить тому письмо с просьбой о помиловании. Однако Сулейман не готов был простить своего сына, счел его виновным в мятеже и приказал схватить и доставить в Стамбул. Баязид, испугавшись последствий суда повелителя, прихватил своих, решил сбежать на восточные границы. Баязид, испугавшись последствий суда повелителя, прихватил своих сыновей и решил сбежать на восточные границы, где его настигли сипахи. Эту схватку Шахзаде выиграл, но четко стал понимать, что укрыться на территории Османской империи не получится, после чего бежал в Иран. Находясь в Иране, Баязид вновь обращается к своему отцу с просьбой о помиловании, и Кануни был готов простить своего сына. Однако в дело вмешался Селим, который решил, что лучшим решением будет искоренение брата, и правильно это стереть его с лица земли. Все эти события привели к тому, что Баязид и 4 его сыновей были казнены, а их тела захоронены под стенами Сиваса, после чего был задушен и младший сын, находящийся в то время в Бурсе. Разногласия с историей, друзья, но об этом чуть позже. Версия о захоронении Баязида и его сыновей наиболее популярна.
как среди историков, так и среди тех людей, которые интересуются историей. На этом можно было бы успокоиться, однако не все так гладко в этой истории. Так что же произошло с телами убиенных потомков Сулеймана и Хюррем? Как на самом деле султан почтил память своего сына и внуков? Правду ли говорят некоторые историки, что тела наследников Кануни были развеяны в поле и их растерзали собаки? Бедный дух Хюррем! Что говорили люди, которые видели призрак Хосеки сразу после казни внуков? Это было очень интересное расследование, друзья. Вы все поймете, если досмотрите это видео до конца. А если останутся вопросы, то мы продолжим эту тему исследовать. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Я его скрупулезно для вас веду, размещая там интересную информацию. Ссылку на него я разместила в описании к этому видео. Как я уже говорила недавно в телеграме, по стандартной версии Баязид с сыновьями захоронен в мавзолее Мелик и Аджем. Эта святыня расположена на окраине Сиваса. Раньше это место почти никто не посещал, но все изменилось после показа сериала. Гробница османских принцев находится за стеклом, там же есть надпись, которая гласит о том, что здесь захоронены Шахзаде Баязид и его сыновья Осман, Архан и Абдулла. Именно эта табличка заставила меня задуматься. И не только меня. Привет, Виктория! Всего у Шахзаде Баязида было 12 известных детей. 3 мальчика умерли в младенчестве, остались 5 сыновей и 4 девочки. Ну так а если вместе с мятежником похоронены только его 3 сына, где еще 2? Задача не из легких, дорогие мои. Но я бы не вела этот канал, если бы не любила сложные задачки. Дорогие мои, сначала официальная новость. Согласно имеющимся архивным записям, вместе с Баязидом в Казвине были казнены Шахзаде Архан. Его родила наложница Шах Кютахи в 1542 году. Кстати, наложница эта была взята в плен и продана в гарем Баязида, являясь дочерью черкесского князя. После казни сына и Баязида она доживала свой век рядом с Махидевран-Султан. Такая возможность ей была предоставлена по просьбе самой Махидевран. О как, друзья мои! Для меня это было прямо какой-то очень удивительной новостью. Архан был казнен вместе с отцом и захоронен рядом. Шахзаде Осман. Его родила наложница Рукие в 1544 году. Сама женщина умерла после казни Баязида в Бурсе, а вот Осман покоится рядом с отцом. Шахзаде Абдулла от наложницы по имени Гюльфира, рожденный в 1547 году. Она умерла также после смерти Баязида, а Абдулла захоронен вместе с папой. И остались еще 2 сына – Махмуд от Хатидже и Мехмед от Ханифы. Махмуд 53 года рождения и Мехмед 59 года рождения. Куда делись они? Даже если учесть, что Мехмеда якобы казнили, он был самый маленький. Где могилы этих 2 сыновей? Про судьбу Махмуда вообще нигде ни слова. А что, если один сын Баязида все-таки выжил? Утверждается, что одна из наложниц матерей была изгнана сначала в Амасию, а потом сбежала, но затем объявилась в Бурсе и умерла аж в 1591 году. Замечу, что все наложницы Баязида доживали свой век рядом с Махидевран. С чего бы это? Так вот эта последняя пережила долгожительницу Махидевран еще на 10 лет. Так что получается? Возможно, казнь младшего сына Баязида – миф, потому как где могила-то? И мать его ведь осталась жива? Может быть, продолжили жить 2 сына Баязида? С какой целью Сулейман сохранил жизнь своим внукам? И почему их захоронения неофициальны? Тогда их, получается, казнил уже Селим? Что вы думаете, дорогие мои? Делитесь вашим мнением или, может, даже конкретными фактами в комментариях. Друзья,
Обратите внимание на правый угол этого видео. Вы видите? Да. Я собираю донаты на поездку по османским историческим местам. Так что, кто ждет виртуального посещения самых интересных и загадочных мест Османской империи, а это не только Турция, буду рада показать вам все, что смогу. Подписывайтесь и ожидайте выхода нового видео. Оно выйдет, как только канал наберет новых 2000 подписчиков. До новых встреч! Всем добра и всех обняла. Оливия.